Джулия, добрый вечер. Добрый вечер, Геннадий. Дорогие путешественники во времени и исследователи неизведанного, добро пожаловать на сеанс исследования, где в качестве инструмента мы используем регрессивный гипноз. Сегодня мы вместе приоткроем некоторые забытые тайны истории. Если вы чувствуете, что ваша энергия нуждается в глубокой перезагрузке, знайте, что мы можем предложить вам персонализированные услуги по энергетической и эзотерической чистке, как посредством онлайн-сеансов, так и посредством фотографии. Сегодня Джулия войдет в состояние глубокого гипноза, не зная предмета исследования. Я решу, куда мы пойдем, и она узнает все в режиме реального времени. Итак, расслабьтесь и приготовьтесь к трансцендентному путешествию. Желаю вам захватывающего просмотра. А теперь на счете 3 ты подключишься ко всей информации, которая связана с красной ртутью. 1, 2, 3. А теперь на счете 3 ты мне скажешь, откуда истинное знание о красной ртути впервые пришло к человечеству? 1, 2, 3. Ее принесли из других цивилизаций, из космических цивилизаций. У нее есть химический состав, который имеет магические свойства. На данный момент оно не может проявляться в своем истинной силе, так как вибрации Земли подавляет что-то там в ней. Но это неземное. Да. Какова ее фундаментальная, нефизическая сущность? Энергия, информация, либо сознание. С помощью ее можно открыть порталы. С помощью ее. Она э, у нее вибрации, которые сгущают временные рамки, и в них открываются энергетические порталы через. Когда-то было очень легко ею пользоваться, как говорю, уже на Земле были другие вибрации, и вибрации Земли помогали этому процессу. На данный момент это не работает так, как работало когда-то. Это какой-то фоновый Э, вибрации были, да? Какой-то звук, как э, резонанс какой-то, звуковой резонанс. Я бы, наверное, проговорила волны Шумана. Мгм, Были мгм. другие. И этот резонанс, он вибрировал с красной ртутью и входил в резонанс, э, синхронный резонанс для того, чтобы пронизывать пространство сквозь. Каково значение вот этой вибрации?
Шумана. Чем она выше, тем вибрации Земли меняют. То есть это и есть вибрации Земли. Когда Земля вибрирует на какой-то частоте, эта вибрация, она волнами поднимается вверх и соприкасается с вибрациями Вселенной и с объектов, которые есть рядом с Землей, и они между собой резонируют. И вот именно какой-то инструмент, как в котором состоит вот красная ртуть, мне показывает такой, как какой-то интересный металлический объект, в котором находится красная ртуть. И с помощью его вот идет как лазерный луч через вот это пространство. Я просто Мгм. проговариваю, что мне Очень показывает. хорошо. Очень хорошо. Можешь продолжить. Задавай еще вопросы, пожалуйста. Хорошо. Какая первичная форма или состояние красной ртути в ее самом чистом виде? Сперва идет как энергетический сгусток, который есть в какой-то как сфера, как емкость, которая превращается в жидкость или какой-то вот металлическую составляющую. Это не жидкость и не металл. Вот между тем и тем, и в ней скроется состояние, которое мы до сих пор для нас закрыто. Оно когда-то было открыто, но на данный момент ртуть как само вещество, оно э, владеет, на нем есть как ярлык, что это очень опасно, что это может тебе отнять жизнь, лишь бы люди не прикасались к этой тайне. И когда есть страх, тяжело что-то открыть. Когда страх уходит, открывается знание. Да. Какой ключевой элемент или процесс делает ее красной и особенной? Я не знаю, не могу прочитать это все. Это какой-то химический состав. В нем мне показывает феррум, как железо. Но это не только. Там есть что-то еще. Я не могу это сказать. Хорошо, на счете 3 ты возьмешь каплю обычной ртути Мгм. и одну каплю красной ртутью и сравни, в чем они
отличаются и структурно, и по форме, и по содержанию. 1, 2, 3. На счете... Обычная ртуть — это как продукт, полученный на Земле, а красная ртуть, она Земле не принадлежит. Мгм. Это высшие какие-то вибрации. Если я беру белую, эту вот простую ртуть, обыкновенную нашу, я могу с ней как-то играться, знаешь, я ее принимаю легко и беззаботно, а вот то мне хочется голову склонить перед ней. И с уважением, и с, с трепетом я к ней отношусь. Я с ней играться не могу, не хочу. Слишком какая-то она высоковибрационная. Да, Так, на счете 3 убираешь это. 1, 2, 3. есть. С какими древними или забытыми силами или знаниями она неразрывно связана? Звездные войны идет слово. Звездные войны первое. Оружие богов второе. Мне так идет информация, что это ее использовали для изменения вибрации Земли тоже, как геоинженерия. То есть я когда просматривала, я смотрела из Земли вверх, как это работает. А когда я смотрю сверху вниз, я вижу это как оружие, использованное для уничтожения Земли. Уничтожение не полностью, но когда менялась структура, когда менялся климат, когда менялось животные и люди на Земле. Это как одно из оружий, которое было использовано архонтами и другими цивилизациями недружными для того, чтобы менять вибрации Земли. Если я вижу этот предмет, который я рассматривала сначала в руках человека, как бы человеческой сути, на земле стоящей, это было больше как сотворение, как что-то для того, что продвигаться и расширяться. Но в руках э, недружественных цивилизаций это идет как оружие уничтожения и порабощения Земли. Да, Какое ее самое необычное физическое свойство, неизвестное науке? она приобретает ту силу, которая ее держит в руках, в лапах или вот с кем она прикасается, с какой энергией она прикасается, так она и работает. Если намерение есть уничтожать,
она будет работать на уничтожение. А если есть энергия созидания, она может работать на созидание и улучшение, расширение. Она Это как, содержит какую-то энергию в себя, да, и она высвобождается в зависимости от намерения того, кто его ее держит. да, да. Потому вот я и как проговорила, что от вибрации Земли теперь она как бы вибрация Земли очень низкая, и этот аппарат уже как бы не работает. Он, он спит для того, чтобы не наделать еще больше проблем. Он как-то выключен. Как взаимодействует красная ртуть со временем, с пространством? Я уже проговорила про эти порталы, которые Мгм. открываются во временных петлях. То есть можно с ее помощью и знаниями, используя правильно, можно идти в прошлое или в будущее. И мне даже идет информация, что так э, те, которые имеют это знание, элиты, не элиты, как певцы и актеры, но те скрытые элиты, которых в лицо мы не знаем, они так и управляют нашей историей, и мы знаем это как эффект Манделы, когда мы что-то помним из своего прошлого, помним стихотворение, а в настоящем оно все уже иначе, и факты, исторические события, их можно поменять, и мне так идет, что э, вот эти секретные государства, секретные владыки, они так и загоняют людей в морок, изменяя настоящее, меняя прошлое. И это как составная из красной ртути, которую они используют для изменения исторических фактов. То есть перемещается во времени, использует ее как некий Как движитель или как, или что, в каком качестве он используется. я пытаюсь просмотреть, оно создает какой-то энергетический вихрь. Э, Понимаешь, когда у меня нету знаний, как это происходит, я пытаюсь это Мгм. рассказать своими словами, я осознаю, что это даже тяжело проговорить, но эта система, она всегда была. И так показывает, что они никогда не переставали изменять прошлое, настоящее. И даже, даже погодные катаклизмы, это все тоже меняется в прошлом, чтобы результат был настоящим. Это идет большие перемены, которых мы даже
даже не предполагаем, мы даже не думаем, что это возможно. Но это факт. Как она взаимодействует с биологическими системами, живыми клетками? Время останавливается. Время останавливается на тот момент, когда, когда соединяется вот с полем человека, с полем пространства, в котором человек находится, я бы сказала, какой-то летучий корабль, двигающийся объект. И время останавливается или идет очень медленно. Даже можно, как я говорила, идти вперед-назад, а для здесь и сейчас это будет как 5-10 минут. Мгм. Вот оно проходит, опять мне показывает временные петли. Заходит, выходит, и как бы можно пойти в какой-то год, какое-то пространство, прожить там 30 лет и возвратиться здесь и сейчас уже с этими знаниями 30 лет. И ты опять продолжаешь проживать 10 минут позже свою жизнь здесь и Мгм. сейчас. Мне говорит, что это как мы слышали МК Ультра, вот эти все системы, которые проговариваются как какие-то конспиративные э, Теория. истории, теории, но это все вот и соединяется в это одно. Как она влияет на сознание и психику человека в непосредственном контакте с этим веществом? Изначально это как наркотическое такое внедрение, когда есть адреналин, открываются огромные возможности, открываются э, скрытые в человеке возможности, но со временем это приводит к истажению, изнурению, ментальная энергия, вот, я бы сказала, не, я вот когда смотрю на человека этого, э, это как сумасшествие. И неосознание, вот немножко как деменция, живет в одно время живет в разных временных петлях, уже Мгм. не осознает, где есть реальность, а где есть иллюзия. Это все получается как реальность, и тяжело осознать, То есть, как жить во всех этих воспоминаниях, хотя воспоминание стирается для того, чтобы прожить жизнь, но они догоняют человека, как депрессия, как несознание себя, как личности, как единого. Есть как двойные, тройные сущности внутри. Да, то есть человеческая психика претерпевает какое-то изменение. поражение, Мгм. поражение. И она из-за того временных сдвигов не понимает полностью, как это
Мгм. осознавать и Теряется, мгм, теряется, как, теряет стержень, теряет вот пол, чтобы стоять. какой самый сильный сенсорный образ ощущается от красной ртути? Вот приближая, возьми на счете три. У меня вибрирует сразу третий глаз. Вот Мгм, голова, третий глаз, в глазах начинается вибрация какая-то, мгм, какой-то свет, какие-то меняются картинки. мгм. Такое ощущение, что я уже Под начинаю влиянием, да? под влиянием, да, Мгм, погружаться в какие-то другие миры и другие пространства. мгм. Какие-то звуки ты слышишь? Звук такой, знаешь, такой воу, воу, такой вот как бы закручиваешь динаму какую-то. Мгм, мгм. А Такой, он укрепляется и уменьшается. ты говорила про свет. Какой свет? Или цвет? Цвет, цвет. Какой это именно цвет? Яркие цвета. Идет яркие, я бы сказала, ярко золотой такой, желтый, переливается с изумрудным и темно-синим. Вот, Мгм, но оно такое яркое, надо прикрыть глаза, потому что этот цвет и такое ощущение, что тебя выносит куда-то, мгм. как по какому-то туннелю ты летишь. Хорошо, на счете три отходишь от этого места, от этого состояния. Один, два, три. Как это вещество ведет себя в присутствии сильных энергетических полей, электромагнитных или ядерных полей? Что ты по этому поводу? Опять мне так идет, что оно само по себе это как нолик, зависит от сущности, у которой есть Мгм, мгм, сознание и сила, и он управляет как э, радиоволнами, мгм, как направляет. Если есть светлое намерение, э, вот можно сказать, если атомная какая-то реакция идет, ее можно погасить, а можно вот какие-то поля закрутить для того, чтобы поднять какое-то вещество, вот как бы левитация. Мне показывает левитацию тоже, если в руке держать, и мне показывает, человек может левитировать. Не То есть каждый, конечно, но это как помогает. Когда ты соединяешь, начинаешь управлять этой энергией, она подается тебе. влияет на гравитацию, да? Да, на гравитацию. Потому что я как бы увидела, когда человек вот проговорила про поля, и я вижу, что его подняли над землей. Он поднялся над землей, над пространством немножко. Какая ее главная функция в самых передовых скрытых технологиях? Перемещение, порталы, э, расширение, управление природными, э, природными влияниями. То есть очень-очень высоко развитый, вот такой высоко полярное использование. Ты говорила еще про использование как оружие. Да, это так. Она просто входит в состав как...
Да, как бы какой-то. мгм. Мгм. Вот этот лазерь, когда вот показывает лазерь, в фильмах вот я как бы мне показывают "Звездные войны", и вот эти лазерные оружия, вот Мгм. них и состоит эта красная ртуть, но опять там идет другие элементы, другие элементы, но там как бы составляющая красной ртути. Как она используется для манипуляции пространством, временем? А тут уже есть давние знания, которые переходят только в закрытых школах, закрытых э, для закрытого общества и только выбранных, для того, чтобы не потерять это знание, но оно засекреченное под э, даже потери жизни, если выходит из грани запрещенного. И те, кто знает, знает все, а те, кто не знает, им не положено знать вообще ничего. Это для них остается как легенда, как иллюзия, как опять какая-то конспиративная теория. И те, которые знают, они делают все, чтобы исказить в правду, чтобы она не дошла до масс, так как каждый, который почувствует в себе хоть какое-то открытое знание, это как э, э, маленький посев, который будет вырастать и открывать для человека знания, которые закрыты. А это не должно случиться. Как это вещество влияет на пространство-время? Оно ускоряет, замедляет. А ты помнишь, я проговорила, что вот можно идти и в Мгм. будущее, и прошлое, и оно вообще-то, когда я просматриваю, если и здесь, и сейчас ты выходишь даже в прошлое, вот я говорила, можешь побыть там день, и все равно ты Мгм. возвращаешься То есть здесь и можешь, сейчас. можешь и расширить, можешь и И сжать это время. мне показывает, вот как мы видим в фильмах, да, вот эти машины времени, когда ты настраиваешь время, куда ты Мгм. летишь. Но это как бы символически, но где-то примерно так оно все и происходит. Намерение попасть в какую-то ситуацию, в какой-то исторический момент и изменить там Мгм. ветку событий для Какие-то того, чтобы параметры нужно менять, да? да, Своими. да, вмешательством. Мгм. И это вмешательство, оно меняет ветку событий здесь и сейчас, как все происходит. И у меня такое ощущение, что когда мы проживаем жизнь здесь и сейчас и не понимаем, как это так может быть, что все меняется за ночь. Вот кажется, мы проживаем одну ситуацию, утром просыпаемся и осознаем, что все опять как-то все поменялось за ночь. А это вот идет борьба между ними, вот этими скрытыми скрытые лица, мне так хочется сказать, скрытые э, персоны, о которых все знают, но никто о них не знает.
знает, что они есть, но не знает, кто они такие. И идет там какая-то борьба для того, чтобы поменять ветку событий. Как мне показывает, Земля доходит все равно до единого результата, но до того, пока она дойдет, вот как книгу ты прочитал, написано finish, конец. А чтобы дойти до него, можно пройти очень многими дорогами. И они вот эти дороги прокладывают и меняют чуть ли не каждый год, пытаясь подстраивать под себя, чтобы продлить свое владение, чтобы продлить свое существование. Да, Какая ключевая технология невозможна без нее? ты говоришь про ртуть опять, да? Да. Без ртути. Мгм. Технология, которую мы знаем здесь и сейчас, это вот есть что-то связано с цунами, с разрушениями, которые вот именно сейчас происходят во всем мире, когда никто не понимает, откуда вода поднимается с грязью, откуда приходит цунами, почему трясется земля в одном месте или в другом. Это как э, снег там, где его никогда не было. Это мне показывает, это именно связано с этими технологиями. Про то, что мы не знаем, не видим, это вот именно э, изменение политических ситуаций, исторических процессов, меняя ветки события, возвращаясь в прошлое или в будущее. Да. Где на Земле находятся основные местонахождения вот этой красной ртути? Вообще мне идет такое, что вот когда президенты ходят с чемоданчиками, где говорят, там кнопка какая-то, вот атомная, да, кнопка для... Вот каждый, который ходит с чемоданчиком, у которого есть атомная энергия, атомное оружие, у того и есть красная ртуть. А давай на счете 3 ты поднимешься над землей и просмотришь в то самое место, где закрасится на карте красным цветом то место, где хранится основные искусственные залежи или хранилище этой ртути. Один, два, три. И на счете 3 окрашивается в красный цвет. Один, два, три. В первую очередь идет Китай, потом идет Россия, идет Америка и Антарктида. Мгм. Эти запасы, они попали на Землю как? Каким образом? А их привезли на кораблях. Мгм. Их и теперь как бы привозят подземные базы.
э, это государственные структуры, которые имеют связь. э, То есть эти государственные структуры рептилоидные, э, ну, показываю рептилоидные, которые вот как бы на Земле более-менее могут существовать. Другие находятся на высших слоях э, над Землей Вселенной, как бы они не может на Землю сойти. И вот этими кораблями э, завозят рептилоидные раз. И подземные лаборатории, подземные города, так, там они все. Если я проговорю Китай, Россия, Антарктида и Америка, северная, да, как бы США, это все под землей и даже где-то вот под океаном есть. Но это все под землей идет, базы. Какой материал абсолютно необходим для ее безопасного хранения и сдерживания? Сейчас я секунду пытаюсь посмотреть. Я вижу, никак не вспоминаю на русском языке. Это очень тяжелая такая, самый тяжелый металл. Он Свинец? свинец, да, благодарю. Мне идет свинец, ее какая-то там есть еще тоже свинец, он перемешан Тут какой-то сплав. сплав тоже не земной. Из земли вот свинец, а потом там есть еще какая-то вот синяя масса какая-то, которая вот как цилиндры для хранения. Мгм. Это сплав такой. Синий, Можно, какой-то синий металл, ярко-синий металл какой-то. можно, Оно. Мгм. можно его перевозить безопасно. Ну да, да. Мгм. Он Какие-то как бы законсервирован. какие-то контейнеры закрытые, да? Мгм. Из Ну, как цилиндры вид видно. специальных сплавов, да? Идет вот опять проговори, как он называется? Сплав. Нет, не сплав, а этот металл Это тяжелый. свинец. Свинец, да, свинец. И вот сверху идет вот свинец, внутри этот синий металл, как бы сплавленный, а уже внутри это красная ртуть. Вот так мне Мгм. показывает. Есть кто-то или какие-то силы, которые хранят, защищают вот эти запасы. Рептилоидные. Это Мгм. рептилоидные. Только есть и человеческие Есть. какие-то. Есть и Мгм. человеческие, но это, если сказать человеческие, это такое как бы гуманоидное Мгм. человеческое. Мгм. Они как сейчас бездушные. Это как биороботы, Мгм. которые перепрограммированные, у них нету чувств, хотя они родились как люди, но потом идет переработка и работа с ихним сознанием, отключается вот Мгм. человеческая частица, вот божественная частица, и оно становится как биоробот, как
просто двигающаяся масса, которая выполняет все безотказно и не задает вопросов. То есть, Они там и умирают, как бы они уже мгм. наверх не выходят. Они абсолютно безвольные и просто биомасса, у которого есть заложенные очень мощные программы, очень большие знания, и осознание, но, чувства и божественные искра, они выключены. Какая главная неочевидная опасность для человека при работе с красной ртутью? Человек не докасается до нее. Вот там. Если человек не готов, мне так идет, что он вообще до нее не доходит. Это как идет. Вот если взять вот этот инструмент старинный, которого я вижу как металлическое, и вот тоже из свинца, свинец и какой-то вот красный металл тоже, а внутри это красная ртуть. Ты проходишь, даже не замечаешь, оно как непрогляд имеет. Мгм. Ты не считываешь его, просто проходишь и не считываешь. Если есть осознание, есть уже знание об этом, но это как и все неземное, это тебя может раскрыть, это может тебя убить, зависит от твоих вибраций и намерений. Я бы сказала, эта красная ртуть, у нее есть сознание, которое подключается к сознанию живому, вот живого элемента. И от силы твоей, от открытости, или ты владеешь ею, или она завладеет тобой. Почему знания о красной ртути настолько строго засекречено и охраняются? Есть у... Потому что Мгм. это есть огромное окно, через которое ты можешь выпрыгнуть в огромное открытое пространство, и тебя обратно уже в тюрьму никто не засунет. Ты становишься огромной сутью, которая осознает себя как творец, как божественная суть. Ты осознаешь, у тебя появляется знание, у тебя раскрываются твои знания. И это, конечно, как угроза для той системы, которая на данный момент управляет человеком. То есть риски для Никто, человечества есть, да? Или э, для власти для риски? власти, Мгм. риски для власти, потому что когда человек спит, когда у него есть включены только самые главные инстинкты, он, Выживание, да? инстинкты выживания, он не думает про ничего, кроме того, как заработать деньги, купить очередную вещь, которая ему не нужна, поспать, покушать, пивка выпить и посмотреть какую-то программу по телевизору и пойти спать. Это легко такими, хочется сказать, спящими богами управлять. Никто не хочет, что Бог вспомнил, что он То Творец есть вспомнил, что он Творец. Да, люди, спящие боги, да? да, не все, но те, которые задумываются, это однозначно спящие боги, которые задумываются про то, что они есть и кто они есть, куда они идут, зачем они пришли в этот мир, какой опыт они должны прийти.
Биоробот никогда не задаст себе такой вопрос. Мгм. Он будет просто жить и проживать до тех пор, когда его аватар будет выключен. А спящий творец, он внутри постоянно ищет вопросы на нескончаемые, э, ищет ответы на нескончаемые вопросы. А почему я так чувствую? Что со мной происходит? Почему у меня внутри происходят процессы, которые я не могу объяснить? Почему я не могу быть таким, как все вокруг меня? Почему мне надо больше? Почему мне надо познать больше? Это показывает, что внутри сидит душа Творца, которая пытается проснуться. Где в коллективном бессознательном хранятся самый полный архив знаний о красной ртути? Это какой-то эгрегор, Э, м, хроники Акаш, где? о Грегоре, хроники Акаши, а это все искажено. Это именно сейчас, когда люди гуляют по тонкому плану, как по парку, они не могут позволить это легко Мгм. быть просчитанным, считанным. Это есть у каждого человека информация внутри. Это истина. Когда ты открываешь эту истину, ты ее не можешь не познать и принять как не свою. Ты знаешь, что это истина. Так же, как вера в Творца, тебе не надо верить, потому что ты знаешь. Вера тут ни при чем, это уже знание. И когда это знание просыпается внутри тебя, открываются все двери, и выходит информация, которую ты запрашиваешь. И это не хроники Акаш, это не эгрегор, которым управляет матричная система или другие системы э, заво- завоевателей Земли. Мгм. Истина есть внутри тебя, которую никто не может искажать, потому что твоя суть защищает ее. И как только ты просыпаешься, она начинает раскрываться. Какая древняя или внеземная цивилизация владела ее секретами в совершенстве? Как цивилизация Земли, которая была изначально, это Мгм. идет архонты, эти боги, которые мы Мгм. знаем как греческие, египетские и все остальные боги, которых мы знаем. Они владели ими. То есть те, Если которых мы считали за богами, да, они обладали мгм, этими секретами, да? да. А если взять цивилизации, мне первое, что приходит, это Атлантида. Атлантида и да, э, мне так идет, что они этой красной ртутью и уничтожили свою цивилизацию. Или она была и уничтожена с помощью этой красной ртути. И когда я говорила, что есть скопление красной ртути где-то в океане, вот мне показывает, что утонувшая Атлантида там. Там Когда? осталось. Мгм. Мгм. Мгм.
Когда и при каких условиях ее истинная природа станет доступна человечеству открыто? Станет в Станет. будущем. Да, Мгм. когда станет. Сейчас же оно не как бы не Мгм. совсем. Э, я не вижу, чтобы это случилось скоро, потому что человечество не готовое пока. Мгм, Оно как обезьяна с гранатой мгм, мгм, в ювелирном магазине хрусталя. мгм. Э, ни светлые, ни темные силы не позволят человеку иметь такое э, громадное, такую энергию, которая она может просто уничтожить всю Вселенную. Человек еще не готовый. Он со своими мыслями справиться не может. А что уже говорить про такие энергии, как красная ртуть? Какое самое главное, самое важное понимание или предупреждение красной ртути нужно вынести нам из этого нашего исследования, с этого сеанса? Расширяй пространство непознанного. Пойми, что все, что ты видишь, не есть абсолютно то, что есть. Очень много всего есть закрыто. Но иногда то, что закрыто, должно остаться закрытым на неопределенное время. Так надо. Такой план Творца. И кто почувствует в себе тягу знать больше, это знание будет открываться для того человека. Кто подумает, что это абсолютная ерунда, это и будет абсолютная ерунда для них. Это как мы сами создаем свою реальность. И то, что мы притягиваем в свою жизнь, то у нас и есть. И все знания, которые мы хотим, чтобы открылись, от нашего намерения они открываются. А красная ртуть, она пока должна остаться там, где она есть. Потому что человек сегодняшний, он даже не сможет к ней подойти. Тем более управлять ей. Пока нет. Слишком много эгоизма. Ну, почему мне пришел такой запрос на такое исследование красной ртути? Что ты скажешь по этому поводу на счете три? Один, два, три. Мне пришло, что этим ты хочешь проверить нас, девочек. Как мы можем раскрыть тему, о которой мы вообще не имеем никакого понятия. Как мы можем считать информацию, которую тяжело найти где-нибудь еще. Тем самым это активация твоих знаний, которые тебе есть и которая будет открываться и использоваться во благо твоего расширения, именно твоего. Хорошо, Джулия. На счете три отключаюсь от этой тематики. Один, два, три. Сейчас я начну выводить тебя из этого состояния. Твое сознание и тело мягко вернутся в бодрое состояние, сохраняя ощущение комфорта и легкости.
Я буду считать от 5 до 1, и с каждым счетом ты будешь чувствовать, как твое сознание становится все более ясным, а тело легким и наполненным энергией. 5. Ты начинаешь постепенно возвращаться в здесь и сейчас. 4. Твое дыхание становится глубже, а мысли четкими. 3. Ты чувствуешь легкость и бодрость во всем теле. 2. Ты почти полностью здесь, ощущаешь приятную свежесть в сознании. И 1. Полностью пробуждаешься, чувствуешь себя прекрасно, бодро и комфортно. Когда ты откроешь глаза, ты будешь чувствовать себя отдохнувшей, спокойной и наполненной силой. Сейчас ты сделаешь глубокий вдох и на выдохе откроешь глаза, полностью вернувшись в бодрое состояние. Как твои ощущения? Класс, хорошо, благодарю. Хорошо. Дорогие исследователи бессознательного, мы достигли конца этого необыкновенного путешествия сквозь слои времени и скрытой памятью. От всего сердца благодарим вас за ваше присутствие и реакцию на удивительную информацию, открывшуюся сегодня. Каждый комментарий, лайк и репост помогает нам продвигать наше исследование. Искренне благодарны Джулии, чей талант и открытость сделали этот увлекательный опыт возможным. Если вас заинтриговало увиденное, не забудьте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие сеансы. До следующей встречи оставайтесь любознательными и открытыми к тайнам, которые может раскрыть наш разум. Желаем вам мира и внутренних открытий. Всего хорошего. До свидания.